Друзья, халявный газ в Узбекистане. Смотрите, это чистый народный природный газ, друзья, который выработан человеческими руками, то есть технология, биогазовая технология. Из чего состоит биогазовая технология? Я это видео выложу на канал Биогаз в Узбекистане, друзья. Очень многие меня спрашивали про эту технологию. Я канал не забил, друзья. Просто у меня нет времени и этим заниматься. Ну и вот сейчас нашел человека, Алиджаника, который занимается именно вот этим. Называется компания Узбиогаз. А теперь я вам объясню, как это весь процесс происходит в домашних условиях. Так, смотрите. У нас реактор имеется на 1 тонну, утепленный со всех сторон. И у нас есть газгольдер, мини-домашний газгольдер и уже употребление газа. А теперь смотрите, как этот весь процесс идет. Вот установка. Это как бы загрузка у нас, она отпущена до нижней части. У нас тут вот в домашних условиях скапливается, друзья, всякий мусор, там бананы, морковки. Ну, короче, вы поняли, что мусор. Потом этот мусор смешивается с водой и, пожалуйста, в ауля сюда вот все это забрашивается. После этого все смешивается с водой, и она постепенно сама гниет, отпускается вниз, биогаз вырабатывается, и постепенно уже ее перегружает уже в газгольдер. Фильтры у нас тут не установили, так как это малая установка. Если большая установка будет, обязательно будут тут еще стоять 2 фильтра. А теперь, смотрите, в чем прикол? Прикол в том, что когда тут газ накапливается, давление поднимается, тут было такое, что вот этот весь мусор, он вылазит назад. Чтобы это назад не вылазили, сделали дополнительную вот такую установку, чтобы когда давление поднимается, это все как бы выливается сюда. То есть потом его берут, смешивают с водой и опять загружается и выгружает метан в газгольдер. Естественно, давление поднимается. Что потом получается? Вот отсюда вот выходит, друзья, видите, это вот чистое удобрение. Друзья, чистое удобрение, вот отсюда этим краником это все открывается, выгружается и, ну, естественно, используется в огородных условиях, ну, для огорода. А теперь биогазовая установка вырабатывает из себя чистый натуральный биоудобрение, не содержит никаких других, ну, как бы сказать, семян, никаких семян, сорняков, трав, ничего не имеется. Это вообще чистая штука, друзья. Ну, поставьте. Давайте, поставьте лайк за этот биогазовую установку. Так, зажигалка. Я очень быстро говорю на русском, друзья. Поддержите меня. Если я где-то говорю с ошибкой, то прошу прощения, но все-таки, как мне, узбеку, думаю, разрешено немного делать ошибки на русском языке, так как мой язык родной это узбекский. Вот, друзья. Вот так шланг. Вот отсюда шлангом. Тут не используется никакой компрессор, просто самим давлением. И то, видите, вот установлен минимальный этот манометр, самый минимальный. Смотрите. Вот. И дальше уже идет. Смотрите, как горит, друзья. Ну, думаю, скорее всего, видно. И самое интересное, калория КПД этого газа, он намного выше природного газа, который делается. Почему? Потому что природный газ смешивается с воздухом, а тут вообще ничего никакого воздуха не смешивается. Все это натурально. Так, еще одно. Мешалки. Тут мешалка йогабында. В ней должно быть еще мешалка, но так как это экспериментальная установка, в ней не делали мешалку. Многие люди устанавливают мешалку вот тут, в этой стороне, то есть ручными способами. Но есть минус ручных способов мешалка, он слишком тяжелый. Если туда набросать очень много навоза и мусора, то большую густую массу тяжело бывает вручную смешивать. Да, и работает установка в психофильном режиме, то есть в ней не установлен никакой отопления никакого не было. Вот летом ее установили, в психофильном режиме она работает. Вот тут тоже вот давление, видите, минимальное. И сама по себе она как бы, ну, как вы знаете, когда идет брожение, она сама, бактерии, увеличивается температура, за счет этого она поднимается температура. Вот так. Но если хотите делать нормальную, красивую установку, то надо будет обязательно установить мешалку, установить термометр, специальные датчики, сбросные клапаны и вот это типа того. А это вот малая установка, друзья. Чего вам еще не показал? Думаю, вроде бы все показал.
Вот Узбиогаз. Я номер человека, который этим занимается, оставлю в описании. Можете обращаться. Вот удобрение. Вот видите. Это чистое удобрение. Почему чистое удобрение? Я спрашивал, Алиджонаки, это вы сюда навоз не вмешивали, да, никакого? Навоз нет. Только вот это Мусор. помой. Дома картошки, мартошки, вот такое. Друзья, Алиджонаки по-русски не так уж сильно говорит. Так что лайк, поддержите узбека. Вот, как я сказал, этот вот мусор, ну, как в каждом хозяйстве, в каком-то количестве мусор собирается. Ну, картошку там готовят, обед, ужин. И вот это все смешивается, пожалуйста, выкидывается, смешивается с водой. И вот сюда. Друзья, также еще у Алиджонаки есть другие проекты, которые он создавал. Да, то, что он сказал. То есть вот эти листья, вот тут дерево, они все собираются, никуда это все не выбрасывается, просто как бы ставится, и времени от времени это все загружается сюда. Это готово, как бы сказать, получаем халявный газ из халявного сырья. Сырье валом, особенно в Узбекистане его вообще дофига, некуда девать. И вот такие вот. Но если хотите построить, я много еще таких информаций, друзья. У меня на канале Биогаз в Узбекистане очень много информации. Я сделал коллаборацию с другим каналом. Подписывайтесь на канал, зайдите, если вам интересно, как добывать халявный газ. Если еще какие-то вопросы есть, вы можете через переводчик. Алиджонаки, я телефон номер оставлю в описании. Можете через переводчик, сейчас Google переводчик на узбекском тоже работает, через переводчик можете спокойно поговорить и задать свои какие-то другие вопросы. А если вас еще какие-то вопросы по этой биогаз-установке интересуют, пожалуйста, пишите комментарий, мне будет интересно. Если надо, специально сделаю видео, обучающее видео, как делать биогаз-установки. Почему я так говорю? Потому что сам где-то примерно 2 года занимался биогазовыми установками. Сейчас этим не занимаюсь, друзья. У меня уже, другие сферы деятельности, еще более выгодные в деньгах. Поэтому заниматься биогаз-установкой сейчас это мне не выгодно. Но есть люди, которые интересуются этой темой до сих пор и занимаются. Пишите комменты. Так, вот. Что еще вам показать? Да, еще один вопрос. Как установка горит? У многих людей она не будет гореть, друзья. Почему не будет гореть? Потому что чтобы биогаз горел хорошо, чтобы минимально, то у вас обязательно должна быть, как вам сказать, подача воздуха полностью закрыта. Видите, тут сделано так, что подача воздуха 100% закрыта. Биогаз не горит, смешиваясь с воздухом. Например, природный газ, он горит, когда вы его смешиваете с воздухом, он горит. А биогазовая технология, она не горит в смешивании с воздухом, с кислородом. То есть он горит без кислорода, так как 70% содержится метана и 30-20% это другие газы. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и свои вопросы, я вам сделаю видео.